красивый. Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Это видео для тех, кому за 50, скажем так. Какой у вас тип старения, как мы по-разному стареем, научные исследования и вдохновляющие истории из жизни. Почему я возвращаюсь к этой теме? У меня уже, кстати, было несколько видео на подобные темы. Я сама нахожусь в этом возрасте и знаю, о чем я говорю. И я уверена, что мы все общаемся онлайн со своими давними подругами, друзьями, знакомыми. Сейчас есть такая возможность. Все они примерно нашего возраста. И мы все разительно отличаемся друг от друга. Когда я кого-то вот встречаю на улице, там, ну или где-то мы встречаемся, или выставляю фото где-то свои, я слышу: ты так выглядишь молодо, наверное, ты очень здоровая и делами особо не обремененная, или регулярно делаешь какие-то бьюти-процедуры, много спишь и так далее. И сразу же сами себе отвечают. Если это тоже женщина, обычно они сразу ответ дают. Мужчин все устраивает. У меня такой возможности нет. Нет, я так не могу. Жизнь тяжела, я одинокая. Или наоборот, у меня семья, и я целыми днями их всех обслуживаю, с собакой гуляю, за кошками убираю и так далее. У меня тоже семья и работа, и здоровье приходится восстанавливать после многих лет стрессовой работы. И рыбки есть, и птички, как вы уже видели в видео. Но дело в другом. Вот давайте порассуждаем. Возьмите себе там чаек, кофе, там кто что пьет, и вот никуда не торопитесь несколько минут. Для примера вам просто приведу. Знакомая, у которой несколько образований разных, совершенно в разных сферах, работает на тяжелой работе, потому что, по ее словам, она слишком старая, ей там около 55 лет, она стеснительная, она не любит общаться с людьми, ее мечта – пенсия. Она убеждает себя, что после 50 просто невозможно никуда устроиться, с компьютером она не умеет обращаться, а в лучшем случае она будет работать там гардеробщицей или санитаркой, что-то в этом роде. Пусть тяжело, она говорит, но смену отмучаешься и домой. Вот даже с мужчиной она не знакомится, потому что вроде как и одинокая, говорит, жить не хочется. Ну и удивлять время, тратить время на кого-то, как она говорит, тоже не вариант. Другая знакомая, ей 56, она считает себя очень образованной. На 2 головы умнее мужа, но уже лет 35, наверное, она не работает, сидя, кстати, на его шее, и оправдывая все тем, что семья и работа несовместимы. Имея все необходимое для творчества, ничего не делает и тихонечко деградирует. Никаких интересов уже давно нет, одни претензии к жизни. Такие женщины, утверждающие, что они стары для работы или там чего-то нового, к слову сказать, не следят за своим внешним видом. Одеваются, скажем, плохо, старомодно, тут дело во вкусе, а не в деньгах. Ну, по молодости, да, хотелось одеваться красиво, они говорят, а сейчас мне этого не надо. И пытаются меня или себя, не знаю, переубедить, что внешность не играет роли, если ты что-то умеешь. Я говорю, что идя на собеседование или важную встречу, надо продумывать свой образ с головы до пят. Тем более, если вы не модница, для которой не составит никакого труда уместно и стильно одеться. Я знаю такие примеры. Причем это делают люди образованные. Они идут на собеседование в очень странном виде, а потом искренне недоумевают, почему их ждал провал таких профессионалов своего дела. Везде встречают в мирное время по одежке. Потом уже будет интересен ваш опыт, профессия и так далее. Помните, я уже говорила, что достаточно 3 секунд для понимания, заинтересовали вы работодателя или кто там вам нужен, кому вы пришли, или у него полностью пропадет желание с вами разговаривать. Это касается, кстати, и мужчин в такой же степени. Если человек никуда не ходит, не особо интересуется тем, что вам нравится, вот он приходит к вам, ему пофигу, чем вы там занимаетесь, со своей просьбой им помочь,
то вот я уже не люблю заниматься, так сказать, розжигом этих людей, тормошить их, подкидывать идеи, возвращать к активной жизни, вот конкретного человека. Раньше я автоматически вписывалась в это. Временный результат у них был, но для меня это трата времени, сил и нервов впустую. Я прочитала, что с научной точки зрения есть 3 вида старения, такие основные. Это биологическое, физическое угасание, это социальная потеря статуса в обществе и психологическое, когда нет интереса и интеллектуальной активности. Опытным путем было доказано, что люди, воспринимающие старость позитивно, живут в среднем на 7-8 лет дольше тех, для кого это возраст угасания и скорой смерти. И эти, как правило, нелюбознательны, для них как бы закрыта дорога к чему-то новому. Есть еще патологическое старение, это наступление деменции. Кстати, я не вижу никаких причин связи наступления деменции и эрудированностью человека, который все время проталкивается, как бы, эта тема. Умные часто как раз деменции, а вот те, кто ничем не интересуется особо, спокойно живут себе до глубокой старости, и это более частый факт из жизни. Есть еще нормальный вид старения, это вот случай, о котором я рассказала, где женщина уже готовится потихоньку помирать в 55. Она, как и многие, уже все знает, и ей больше ничего не надо. И существует еще оптимальное старение. Это вот когда вы продолжаете развиваться, общаться. Вам интересно жить. И чем больше вы узнаете, тем больше понимаете, что вы много чего не знаете. И всего узнать не успеете, но вы пользуетесь временем, что-то увидеть и получить порцию вот этих свежих эмоций. Так что даты вхождения в старость не существует. Если человек 75-80 лет работает, такие есть и много, как и раньше работает, то это явно не старость. И она может, эта старость, не наступить никогда, если есть интерес к тому, что вы делаете. Вот, кстати, послушайте внимательно. Вот кому сейчас 50-65 примерно, да, там плюс-минус, именно мы с вами являемся первооткрывателями молодости в этом возрасте. Вот во времена наших родителей такого не было. В 45-50 люди уже считались пожилыми. Сейчас удлиняется средний срок жизни лет на 20-30. Все больше женщин рожают после 40-50. Это нормально уже. Не надо мыслить старыми шаблонами. Люди следят больше за собой, выглядят лучше, остаются здоровыми. Когда, кстати, я почти 16 лет назад рожала в 41 год второго ребенка, мне некоторые говорили, какой ужас, ему будет 20, тебе 60, ты будешь старуха и так далее. Ну вот мне сейчас 57. Не возраст это, все сдвинулось лет на 20 минимум. И это период жизни, которого мы раньше не знали. Он у нас появился. Раньше выход на пенсию считался концом активной социальной жизни. А сейчас, при нашем желании, у нас в распоряжении прям конкретный период совершенно новых возможностей саморазвития. Мы можем улучшать себя, прям как в слогане нашего канала. Жизнь меняется. Мы можем качественно реализовать свои таланты и желания. Не надо думать о том, что уже поздно. Пока мы живы, ничего не поздно. Мы все равно не знаем, сколько нам отмерено. Хотя некоторые именно так и скажут, но это их проблемы. Потому что именно у таких людей бывает кризис среднего возраста, лет к 40. Они думают, что большая часть жизни уже прожита, но мы этого с вами не знаем. Может, вы уже приготовились помирать, а вам еще трахтеть лет 40-50. И вместо того, чтобы переосмысливать бесконечно свои достижения или неудачи, там сидеть, грустить, вдруг может понять, что что-то я делаю не так уже давно. И по мелочи начать что-то менять, по мелочи, не кардинально. Хотя кардинально тоже можно. Возраст, состояние, положение, деньги, там, я не знаю, не играет ни малейшей роли в этом процессе. Только намерение. И все больше людей кардинально меняют свою жизнь после 50 именно. Приведу сейчас некоторые примеры, так как у нас был уже запрос в видео на эту тему. Приведу примеры из интернета, которые мне попадались и которые знаю лично. Вдруг кому-то просто как идея пригодится. Так, поехали. Я, конечно, сокращаю истории, иначе мы до бесконечности будем говорить. Домохозяйка любила разводить цветы. 59 лет она окончила курсы, стала ландшафтным дизайнером и возглавила отдел озеленения в санатории.
Мужчина. Он работал учителем географии. Где-то в 51 год он организовал туристический клуб и водит группы туристов по горам и лесам. И сам вместе с ними тренируется. Медсестра в 52 стала печь и продавать свои торты, а позже открыла свою офлайн-школу по кондитерскому делу. Строитель 50 лет прошел курс и работает массажистом. Вспомните свои увлечения, нераскрытые таланты. Преподаватель. Вся в болезнях. В 53 она была вынуждена заняться своим здоровьем срочно и стала тренером по йоге сама. Научилась в 58 плавать и занимается дайвингом. Бухгалтер в 60 лет стала классным фотографом. Художник-керамист уже ближе к 50, она писала статьи в журнал, потом в 56 стала делать свои изделия из войлока и продавать, а также еще позже она вернулась к керамике и открыла свою студию. Продавщица всю жизнь увлекалась вязанием и шитьем. В 62 она сейчас продает свои изделия в интернете, вяжет на заказ и берет большие заказы на постельное белье. Вот только что несколько минут тому назад я увидела в Инстаграме, как дедушка 94 лет шьет и продает шоперы сам. Ну, может, ему кто-то помогает, но тем не менее он их шьет. Крановщица в 57 лет заболела и не могла практически ходить, но она занялась собой и стала принимать участие в марафонах. Не забывайте, кстати, делиться своими достижениями в соцсетях, потому что это стимул для других. Инженер всю жизнь увлекался игрой на гитаре, а в 51 он выложил видео со своими сочинениями, и его пригласили в группу играть и, наверное, сочинять. Предприниматель. В 64 года он выпустил книгу своих стихов, а потом открыл художественную галерею и приглашает там выставляться художников. Садовод-любитель на пенсии решила продавать свои саженцы и семена, открыла свой онлайн-магазин. Косметолог в 63 занялась живописью, украшениями из натуральных материалов, продает свое творчество онлайн. Владелица бутика попала в объектив фотографа на модном показе, стала работать возрастной моделью. Вот сейчас куча всяких агентств. Примеров, миллионы. Не надо искать отговорки, перекладывать ответственность. Мы хоть и молодые, но не дети. Сами берите все в свои руки, показывайте, на что вы способны, работайте на себя или с кем-то там в компании. Если вы будете тихо сидеть, то вас никто, естественно, не узнает. Знаете точно, чего хотите, готовы отвечать за свой выбор, значит, у вас все получится. Можно, конечно, кивать на родителей, что вас не понимали, вспоминать, что было 150 лет тому назад, заставляли вас учиться на юриста, а вы писатель. Пишите, реализуйте свой замысел, наконец. Может, даже вы сами и проиллюстрировать сможете свою книгу там стихов или, не знаю, романов. Кстати, вы можете выглядеть лучше в 50-60 лет, лучше, чем в молодые годы. Одеваться и стильно стричься, поменять имидж, чувствовать себя отлично. Я, кстати, стала практиковать сухоголод тоже после 50, в 53, больше даже в 54, и чувствую себя сейчас. В 57 лучше, чем, скажем, в 40. Не бойтесь, рискуйте. Когда рискуешь и пробуешь, ты закаляешься, ты мобилизируешься и привыкаешь прям полностью брать свою жизнь под контроль. Когда мы постоянно занимаемся развитием, о возрасте думать некогда. Я лично знаю женщины не одну, которые сами намеренно выдернули шнур из розетки свой и настроились стареть. Установили себе программу минимум. Люди выучивают сложные языки после 70. Можно научиться играть на инструменте. Я прям слышу ответы стареющих, зачем это нужно. Утруждать, мучить себя на старости лет. Мозг человека, как показали исследования, развивается аж до 50 лет. Но я уверена, что это не предел. Любознательный человек не стареет вообще. Начать рисовать, написать мемуары, научиться плавать, стать стилистом, блогером и делиться своими достижениями. Творчеством можно заниматься всю жизнь, до старости, до смерти. Лучшее время для новых начинаний прямо сейчас. Напишите в комментариях, сколько вам лет и какой у вас тип старения, или молодости. Если, может быть, вы перезагрузились и стали с возрастом лучше, научились чему-то новому, напишите, пожалуйста, свой вариант. Это будет очень-очень интересно. Я вас всех обнимаю и целую под раскаты грома. До новых встреч!
До очень скорых новых встреч. С вами была Наташа. Пока.